Это случилось в субботу днем, когда яркое солнце стояло высоко над головой, разгоняя облака и освещая маленький торговый центр на окраине Хьюстона. Переполненные магазины, веселые детские голоса, каши радости и недовольства взрослых сливались в единое звучание летнего уикенда. Семья Питерсонов, состоящая из матери Сары и ее 9-летней дочери Лили, решила провести это время с максимальной пользой. Они отправились на шопинг, чтобы приобрести все необходимые принадлежности для следующего учебного года. Осмотрев все магазины, выбрав самые красивые тетради и ручки, Сара в конце концов вздохнула с облегчением. Она знала, что ближайшее время будет насыщенным, грядут школьные будни, и ей нужно было успеть не только купить все для учебы, но и настроиться на новый ритм жизни своей дочери. Лили, как всегда, была полна жизни и энергии, и это добавляло Саре сил. Они остановились в Макдоналдс, чтобы немного перекусить и восстановить силы после долгого дня. Лили с восторгом выбрала свой любимый Happy Meal с игрушкой, ее глаза сияли радостью. «Как же я люблю большие картошки фри!» – скомандовала она, усаживаясь на мягкое кресло. Сара рассмеялась в ответ, и их шутливые разговоры скрасили ожидание заказа. Встав с места, Лили вскоре побежала в туалет, обращаясь к маме с игривой улыбкой. «Мам, я быстро вернусь». Мама кивнула, помогая себе при этом решить, что лучше заказать бургер или салат. Однако прошло всего лишь несколько минут, и выражение Сары внезапно изменилось. Она почувствовала непередаваемую тревогу, когда не увидела Лили, возвращающейся из туалета. Какое-то внутреннее беспокойство закралось в ее душу. Пришло время, и вот перед ней замаячила фигура ее дочери, выбежавшей из туалета с ужасом на лице. Сердце Сары замерло, Лили была бледной, ее лицо отражало каждое переживание, а дрожащие руки поднимались к еще полным слез глазам. «Лили». Сарина тревога усилилась, она подбежала к дочери, крепко обняв ее, и попробовала одновременно укрыть и успокоить ее. «Что случилось, малыш?» Слезы лились, и Лили, запинаясь, прошептала: «Мам, я не хочу туда больше...» Сара почувствовала, как мир вокруг нее замер. Со страхом она понимала, что что-то произошло в этой каком-то другом мире, где ее дочь могла оказаться в опасности. Быстрым движением она отвела ее в машину. Сиденья автомобиля стали для девочки укрытием от страха, и вот теперь, когда она сидела, ее мама продолжала пытаться выяснить, что именно случилось. «Лили, ты можешь рассказать мне?» – спросила она с нежной заботой. Девочка потёрла глаза и через несколько минут, собравшись с мыслями, начала рассказывать об ужасном происшествии. «Мам, там был кто-то, взрослый мужчина. Он пытался заговорить со мной, но я не хотела слушать. Я закрылась в кабинке, и он дернул за мою кофту с той стороны. Я испугалась так сильно, что вырвалась и убежала. Сара почувствовала, как ее сердце сжалось в груди, а по плечам прошла дрожь. Да, в этом мире не только игрушки и еда, но и недобрые люди. В каждой тени могут скрываться опасности. Не теряя ни секунды, она позвонила в полицию. Объятый страхом голос вплелся в ее уверенность в необходимости действовать. Когда полицейские прибыли, они записали показания Сары и Лили, стараясь установить, что же произошло на самом деле. Сара тоже отчаянно искала объяснения, но ее разум мешал переживаниям вместить в себя тот ужас, который ощущала ее дочь. Полицейские провели расследование, проверив камеры видеонаблюдения, которые подтверждали, что в туалет незадолго до Лили вошел неизвестный мужчина и по спешке покинул заведение через задний выход на ту же минуту, когда Лили покинула зал. Инцидент, ставший шоком для всей семьи, быстро привлек внимание местных новостей. Эмоции переполнили Сара, и она понимала, что необходимо говорить о происходящем. Визуализировав весь ужас происходящего, она решилась поделиться своим опытом в социальных сетях.
Убедившись, что тот, кто заглядывает в темные уголки нашего мира, может существовать где угодно, она написала пост, который вскоре стал вирусным. Не думайте, что это не может случиться с вами. Никогда не отпускайте ребенка одного, даже на минуту. И если ваш ребенок выбегает из туалета в слезах, верьте ему сразу, не ищите логичных объяснений. Это может спасти жизнь. Пост вызвал неподдельный резонанс. Люди делились, репостили, выражая поддержку и понимание. Сара увидела, как другие семьи отозвались на ее горе, друг за другом рассказывая свои собственные страхи и переживания о безопасности своих детей. Прошло 2 напряженных дня, и правоохранительные органы сообщили, что задержали мужчину, который успел оказаться в розыске за аналогичные попытки в других заведениях. Когда Сара узнала об этом, все ее эмоции, наконец, стали перемешиваться с облегчением. Но страх за безопасность своей дочери навсегда остался в их жизни. С тех пор Лили стала избегать общественных мест, ее прежняя симпатия к кафе и играм на площадке уступила место глубокому страху. Каждый раз, находясь в новом месте, она ощущала тревогу. Неприятный осадок от страха и небольшая часть ее детской беззаботности должны были смениться осознанием реальности. Со временем Лили понимала, что туалеты – это не то место, где безопасно находиться одной. Но, несмотря на тревоги и давление, жизнь шла дальше, и мама была рядом. Она с каждым днем придавала больше сил и уверенности своей дочери, помогая ей поверить, что все будет хорошо. На протяжении нескольких месяцев мать и дочь начали преодолевать эти страхи вместе, исследуя способы укрепления безопасности. Они рассказывали друг другу о своих чувствах, обсуждали разные ситуации, принимали все, что возникало, и старались найти выход, осознав, как много важного есть в их жизни, помимо стресса. Однажды, когда они возвращались из продуктового магазина, Лили вдруг улыбнулась маме и предложила: «Мам, а давай мы попробуем снова пойти за продуктами в магазин, но только вдвоем». Сара, вдохновленная этой искренней смелостью своей дочери, почувствовала слезы счастья и гордости. Она ответила: «Конечно, детка, мы можем это сделать вместе». После этой заставки никаких уменьшающих моментов не произошло. Впереди их ждала новая жизнь, где они могли не только учиться друг у друга, но и находить безопасное окружение. Сара понимала, что каждый шаг навстречу жизненным трудностям требовал чуткости и понимания, и она была готова создавать такие моменты для своей дочери. Время развивалось, около 2 лет, и Лили постепенно начала возвращать уверенность. Они продолжали ходить по музеям, в магазины и наиболее удивительным образом находили радость даже в простых событиях, детских праздниках и встречах со знакомыми. Повторные походы в Макдоналдс, где произошел тот самый инцидент, тоже стали частью их прогресса. Лили, хоть и с дрожью, но все же шла в сторону туалета, стараясь справиться со страхами благодаря маме, которая стояла рядом и непрерывно поддерживала ее. Однажды, прогуливаясь по знакомым улицам, они увидели детей, играющих на площадке. Лили вдруг начала фланировать, посмотрев на маму с надеждой. «Мам, можно я пойду поиграю немного?» Сара остановила свое дыхание, обдумывая слова дочери. Это была не просто просьба, это был маленький шаг к разрушению страха. «Конечно, дорогая, но я буду рядом, мы никогда не будем далеко друг от друга», – заверила она Лили. Лили с улыбкой побежала к детям, а Сара осталась на скамейке, наблюдая за всем происходящим с душевным спокойствием. Каждое мгновение их жизни теперь было полным значением о том, как важно быть рядом и верить друг в друга, даже когда на горизонте нависают кажущиеся неблагоприятные времена. История семьи Питерсон закончилась не так, как начиналась, но поучительное переживание помогло многим, и это кто-то, мягко говоря, Сара, перевела свой опыт в силу, научив остальных заботиться о своих детях. То, что связано с любовью, воспоминанием
дыханием вместе, со вторым дыханием после ненужных трудностей, оказывается, так много может излечить. Лили ведь выскочила не однажды, но с криком о помощи, и теперь она знала, что каждый ее шаг имеет значение. Вот такая чудесная история. Надеемся, она останется в ваших сердцах надолго. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного.